Всем привет! Сегодня протестируем древнюю материнскую плату и винчестер, которые были присланы моим подписчикам несколько месяцев назад. Плата от компании DTK, модель PIM-TB10. По сути является представителем самых ранних поколений персональных компьютеров, внешне в очень хорошем состоянии. Процессор AMD P8088-1 на целых 10 МГц. Фактически копия аналогичной модели от компании Intel. Выше у нас разъем для математического сопроцессора. На этой плате, к сожалению, он отсутствует. Здесь у нас микросхема BIOS. Параметры настраиваются только с помощью DIP переключателя. Графический интерфейс отсутствует, что является нормой для подобных плат. Здесь, в принципе, можно задавать количество подключенных дисководов, тип монитора, наличие сопроцессора и так далее. На борту установлено целых 640 килобайт оперативной памяти. Это максимальный объем для данной платы. Для карт расширения используются 8-битные ISA слоты. Далее 5-дюймовый жесткий диск от компании Seagate, модель ST225. На целых 21 мегабайт, 3600 оборотов в минуту. Не только выглядит внушительно, но и весит прилично, примерно 1400 грамм. Сверху у нас на наклейке здесь список заводских бедов. У каждого винчестера он обычно свой, иногда он бывает пуст. Здесь спереди пластиковая декоративная панель, которая довольно часто бывает отломана. Причем, что панели почему-то делались все в черном цвете в основном. При том, что корпуса были выполнены в светлых тонах. Контроллер жесткого диска от компании Longshine, модель LCS6210D, в принципе встречается довольно часто, то есть он не первый раз попадает ко мне в руки. Жесткий диск подключается с помощью двух шлейфов. Здесь такие плоские контакты. И вот, собственно, так выглядят эти шлейфы. Так, с этой стороны и с обратной стороны обычные штырьковые разъемы. Контроллер дисководов от Western Digital успешно работает с дисководами на 1,44 мегабайта, и есть возможность также подключения внешнего флоппи дисковода. Это плата из моей коллекции, и я очень рад, что она у меня есть. Она в очень хорошем состоянии и поддерживает дискеты большого объема, что не всегда характерно для контроллеров тех времен. Видеокарта Akumos AVGA1 умеет работать как в 8, так и в 16-битном ISA слоте. Интересно, что мой тестовый блок питания, который я использую весьма часто для проверок различных плат, также от компании DTK Computer, что является довольно интересным совпадением. Ну что ж, пришло время запустить данную ретро-сборку. Надеюсь, что меня будет плюс-минус слышно, поскольку она издает довольно большое количество шумов. Тест памяти, к сожалению, здесь, как обычно, пропустить нельзя. По умолчанию загрузка идет с дискеты, а потом уже с жесткого диска. Этот порядок, в принципе, поменять нельзя. Главное не оставлять дискету в дисководе, и загрузка сама пойдет с диска в таком случае. Поскольку каждый MFM винчестер нуждается в низкоуровневом форматировании для конкретного контроллера, с которым он используется, мне пришлось заново отформатировать диск, создать на нем разделы, а также установить операционную систему DOS. Но я не делал полную установку с дискет, а просто перенес систему с загрузочной дискеты, образ которой я нашел в сети. В данном случае это у нас DOS 3.3. Итак, давайте пройдемся по тестам. Точнее, сегодня у нас будет всего лишь один тест, поскольку тесты довольно вещь утомительная на этих старых системах и не имеет, конечно, большого какого-то серьезного смысла. Такие, в общем, результаты мы получили. В 2 раза быстрее наша система, чем IBM PC XT, оригинальный компьютер.
Так, что здесь еще можно? Жесткий диск проверить, не знаю, что мы здесь получим, но сейчас будет видно. Здесь у нас также есть преимущество по скорости, но абсолютно смешное, то есть система довольно древняя, 105,6 килобайт в секунду. Конечно, с современной техникой вообще не идет ни в какое сравнение. Далее запустим еще графический редактор. И вначале нам предлагают выбрать разрешение, с которым мы хотим работать. Ну, выберем 256 цветов, 320 на 240. Здесь также можно открыть картинку. Мышку я не подключал, поэтому это все будет, наверное, не очень быстро. Имею в виду передвижение курсора. Двигаю я его сейчас при помощи клавиатуры. Здесь можно выбрать какой-то орнамент определенный, например, и попробовать что-либо нарисовать. Приходится жать на Delete все время. Если клавиатура сильно шумит, просьба не обижаться, она довольно старая и на тишину не рассчитана. В общем, вот как-то так работает текстовый, точнее графический редактор, и в принципе вполне себе нормальная вещь, можно пользоваться, хоть и выглядит в принципе примитивно. Так, выходим из него. Посмотрим, сколько этот весь софт занимает. У нас целых 1,5 мегабайта. Даже 1,4, может, на дискету даже помещается. И можно посмотреть определенные картинки с помощью софта, который идет в комплекте. Сейчас мы пролистаем пару картинок, которые идут вместе с ним. Вот так это все выглядело, и на то время это было нормально. Как вы видите, здесь количество цветов совершенно небольшое. Ну, в этом тоже что-то есть, в принципе. Эти уже картинки гораздо большего разрешения, правда, отображаются они так вот не на весь экран. Это уже гораздо круче, 88 год. В принципе, фотография, наверное, здесь 256 цветов, не более, я думаю. Ну вот, как-то так, в общем. И теперь перейдем к самому интересному. Это запустим несколько игр, которые я сюда установил. Правда, не из всех игр можно корректно выйти. Иногда приходится перезагружать компьютер. Так, с чего бы нам начать? Начнем с гонок. Так, чего нам здесь? EGA, GP EGA. Надеюсь, за музыку меня не забанят. 88 год, вполне адекватный год для данной конфигурации. Очень прикольный здесь саундтрек, если так можно выразиться. Выбираем Ferrari и поехали. Напоминаю, что у нас процессор всего лишь на 10 МГц. Вот, в общем, так это выглядит, как своеобразное слайд-шоу, но на то время это было вполне себе нормально. Это сейчас, конечно, жестяково выглядит. Так, квалификацию всю вам полностью не показывал. В общем, мой результат номер 4, но это легкий уровень сложности. Вот так круто выглядят тачки соперников. Это, конечно, трэш на сегодняшний день. В принципе, не очень сложная игра сама по себе. Спидометр, судя по всему, у нас в милях, не в километрах. Ну вот как-то так. Ну, в общем, выглядит неплохо. Ну, для 88-го, естественно. Так, выходим и смотрим тоже объем игры. Вам просто покажу, сколько занимает. Вся игра занимает 680 килобайт. Гораздо меньше любой современной фотографии. Так, что же дальше запустим?
AV, тоже очень маленькая игра. Я ее называл когда-то колобки. Вот такой вот аркейд волейбол. Так, Player 2 компьютер и Player 1. Все нормально. Запускаем. Надо было переназначить клавиши. Так, define keys, left, right, jump. Это для второго плеера. И погнали. Прикольные ребята. Количество цветов, как вы видите, здесь не очень большое. То есть это рассчитано на конкретный древняк. Тем не менее, довольно неплохая игра. Можно поиграть как с компьютером, так и с человеком на одной машине, что тоже довольно неплохо. Давненько я не играл, но в общем, если я поднапрягусь, у меня получится, конечно, получше. Ну что ж, не будем, наверное, тратить много времени на это и перейдем к следующей игре. Данная игра, как вы видите, занимает 42 килобайта всего лишь. Но это все весьма актуально, учитывая объем винчестеров 21 мегабайт. Так, что у нас дальше? Игра Metal Mutant. Также легендарная игра, хотя я в свое время в нее особо не играл. Так, выбираем VGA. Заставки пропустим. Думаю, такая вот типа графика здесь. В данной системе не просто с этим справляться. Все-таки 10 МГц и 640 килобайт оперативной памяти. Ну, хотя памяти для нее, конечно, с головой хватает, я думаю. И вот всего остального не очень. В данной игре вы имеете возможность играть за робота. Он, в принципе, имеет 3 формы. Сейчас посмотрим на них поближе. В общем, грузится это все не очень быстро, то есть сам процесс загрузки присутствует, как на современных компьютерах. Поскольку если на современной машине это запустить, это старье, то все будет, конечно, моментально. Итак, мы имеем такого вот типа робота, киборга. Дальше мы имеем такого типа динозавра или чужого и робот-танк. Я бы его так назвал. Так, сейчас попробуем что-то показать. Как вы видите, один экран сменяется другим, то есть нет плавной прокрутки. Так, сейчас мы его покусаем, этого кента. Еще разок надо куснуть. Готово. Когда-то люди в такое играли, и было очень весело. Идем дальше. Так, выполз какой-то хрен с копьем. Не совсем удобно здесь кнопки. Так, вот летающий хрен к нам летит, и сейчас мы его приложим нашим супер топором. Как выйти с этой игры, честно говоря, не знаю, пробовал все комбинации. В общем, это какой-то секрет, может кто-то подскажет потом. Нам придется перезагрузить, поскольку других вариантов у меня просто не остается. Продолжаем. Еще одна интересная классическая игра, это SOPWIZ 2. И занимает она тоже немало, целых 50 килобайт. Как она пищит сильно, просто ужас. Так, ну на IBM Keyboard выбираем. Давненько я не летал, и сейчас буду... Оп, не та кнопка. Кстати, есть такая же версия для Android, можете скачать. Блин, замочили. Так, здесь они показывают, конечно, чудеса мастерства.
В общем, не знаю, задача побольше разрушить объектов противника, получить очки. Если залетаете вверх, то самолет автоматически падает. В общем, полный трэш, но тем не менее можно поиграть против компьютера и против человека тоже. И еще одна тоже интересная игра вам покажу. Может, многие в нее не играли, но это тоже трешняк и тоже на совсем небольшой объем. Как вы видите, наверное, она была сделана двумя людьми всего лишь. И, наверное, это их фотографии, насколько это было возможно, они себя здесь реализовали. Здесь можно выбрать переброс каких-то настроек, параметров. Честно говоря, мануал я не читал к ней. 87 год. И вот это полный такой вот трэш, типа про какую-то тюрьму. Так, надо прятаться, бо вертолетик летит какой-то охранный. Полнейший трешняк. Как в это играть, я даже не представляю. Все, мочканули его. Вот и поиграли. Очень, в общем, игра такая примитивная, но, скорее всего, довольно сложная. В каком-то плане. Мануал есть на французском в сети, но это, наверное, будет тяжеловато разобраться с ним. Так, ну, из нее выйти тоже, по-моему, никак нельзя было. А, не, как-то вышел. Как-то вышел, и это замечательно просто. В общем, на сегодня все, наверное. Всем спасибо, что смотрели. Надеюсь, было интересное видео для вас. Неплохие игры вам показал из 80-х годов. Теперь паркуем винчестер, поскольку данный винчестер не имеет автоматической парковки головок, и чтобы не повредить поверхность, его нужно софтом все время парковать. Это самопальная утилита. К сожалению, у меня русификатор не включен, поэтому на экране иероглифы, ничего не понятно. И дальше здесь должна быть еще замечательная надпись. Не забудьте выключить телевизор. Всем еще раз спасибо, до новых встреч.